Варикоз. Что реально помогает, а что бесполезно. В этом видео разберем, что действительно стоит делать, как двигаться, что есть, нужен ли компрессионный трикотаж, можно ли силовые тренировки, баню и каблуки, и что делать, если варикоз уже появился. Вся информация в этом видео основана на актуальных клинических рекомендациях и научных обзорах. Основные источники вы видите на экране. Но сначала буквально минутку разберемся, почему вены вообще начинают расширяться. Как это работает? В норме кровь поднимается от ног вверх против силы тяжести. Ей помогают два механизма – венозные клапаны, которые не дают крови течь обратно, и мышцы ног, особенно икроножные, которые при движении работают как насос. Когда венозная стенка и клапаны перестают нормально справляться со своей задачей, часть крови начинает двигаться в обратном направлении. Возникает венозный рефлюкс. Давление в венах повышается, и со временем они могут расширяться и становиться извилистыми. Первое, что важно понять, уже деформированную вену нельзя вернуть в исходное состояние питанием, упражнениями или витаминами. Но можно уменьшить венозное давление, улучшить работу мышечного насоса, снизить симптомы и повлиять на факторы, ускоряющие развитие болезни. Кто в группе риска? Один из самых сильных факторов риска – наследственная предрасположенность. Если варикоз есть у родителей и близких родственников, риск выше. Также риск увеличивается с возрастом и количеством беременностей. У женщин хроническая венозная болезнь в ряде исследований встречается чаще. Здесь могут играть роль как гормональные факторы, так и изменения кровообращения и нагрузки на венозную систему во время беременности. Что реально помогает? Современные рекомендации выделяют несколько вещей: физическую активность, нормальный вес и борьбу с длительной неподвижностью. Руководство SCAI 2025 года по хронической венозной болезни рассматривает комплексное ведение таких пациентов, от консервативных мер и компрессионной терапии до различных процедур, когда они необходимы. NICE рекомендует людям с варикозом при избыточном весе снижать массу тела и поддерживать легкую или умеренную физическую активность, например, ходьбу или плавание. Движение. Самое простое и одновременно одно из самых полезных средств – ходьба. Каждый шаг заставляет мышцы голени сокращаться и выталкивать кровь вверх. Человеку, который весь день сидит или стоит почти неподвижно, полезнее не искать специальные упражнения от варикоза, а регулярно заставлять ноги работать. Ходьба, плавание, велосипед, обычные прогулки – разумные варианты. Здесь стоит быть честными. Обзор Cochrane 2023 года включил всего 5 небольших исследований, поэтому авторы оценили доказательную базу как недостаточную для уверенных выводов о пользе физических упражнений при хронической венозной недостаточности. То есть движение остается разумной и рекомендуемой мерой, но утверждать, что упражнения способны остановить развитие варикоза, оснований пока нет. Полезны и простые движения стопами, подъемы на носки, перекаты с пятки на носок, вращения в голеностопе. Особенно это важно во время долгой поездки или работы за компьютером. Вес. Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на венозную систему ног. Эпидемиологические данные связывают лишний вес и ожирение с варикозом и более выраженной хронической венозной болезнью. Поэтому снижение веса – одна из немногих модифицируемых мер, которые регулярно входят в клинические рекомендации. Но худеть при нормальном весе ради вен не нужно. Задача в стабильности, а не максимальной худобе. Поднятое положение ног. Поднятие ног не чинит поврежденные клапаны, но снижает гидростатическое давление и у многих уменьшает тяжесть и отечность. NHS рекомендует при варикозе по возможности отдыхать с поднятыми ногами, например, лежа с ногами на подушках. Это может уменьшать тяжесть и другие симптомы. А что с компрессионными чулками? Вокруг этой темы много преувеличений. Компрессионный трикотаж механически сдавливает поверхностные вены и может уменьшить отек, тяжесть и боль. SCAI 2025 года рекомендует рассматривать компрессионную терапию при симптомном варикозе и хронической венозной недостаточности, однако это условная рекомендация с очень низкой определенностью доказательств.
Это означает, что компрессионные чулки не являются универсальной профилактикой варикоза для здоровых людей. Кокрейн пришел к выводу, что доказательств эффективности компрессионных чулок как самостоятельного начального лечения неосложненного варикоза пока недостаточно. Поэтому покупать себе самые сильные чулки просто потому, что у бабушки был варикоз, смысла нет. А вот при выраженной тяжести, отечности или более развитой венозной болезни компрессия может реально помогать. Важно правильно подобрать размер и степень сжатия, а при нарушении артериального кровотока чулки подходят не всем. Это стоит уточнять с врачом. Питание. Специальной диеты от варикоза медицина не знает. Ни лимон, ни свекла, ни чеснок, ни гречка, ни коллаген не восстанавливают поврежденный венозный клапан. Главная доказанная связь питания с венозным здоровьем через массу тела и общее метаболическое состояние. Разумная основа – овощи и зелень, фрукты и ягоды, бобовые, цельные злаки, орехи, рыба и другие источники белка, преимущественно ненасыщенные жиры. Клетчатка полезна для нормальной работы кишечника. Современные обзоры подтверждают ее эффективность при запорах. Иногда говорят, что запор из-за натуживания напрямую вызывает варикоз ног. Надежных доказательств для этого недостаточно. Так что клетчатка полезна сама по себе, но выдавать ее за лекарство от варикоза не стоит. То же с водой. Пить нужно, но литры воды для разжижения крови в венах – нерабочий метод лечения. Витамины и добавки. Здесь особенно много рекламы. Не доказано, что витамин С, К, коллаген или какой-либо БАД предотвращают появление варикозных вен или возвращают уже расширенную вену в норму. Некоторые венотоники действительно могут немного уменьшить такие симптомы, как боль, тяжесть или ощущение отека. Но это симптоматические средства. Они не восстанавливают клапаны, не убирают уже расширенные вены и не доказаны как средство профилактики варикоза у здоровых людей. Но это про уменьшение симптомов, а не восстановление клапанов или профилактику варикоза у здорового человека. Строить профилактику вокруг БАДов – плохая стратегия. Баня, каблуки и силовые тренировки. Убедительных данных, что баня сама по себе вызывает варикоз, нет. Но тепло расширяет поверхностные сосуды, и у человека с уже существующей венозной недостаточностью горячая ванна или перегрев могут временно усилить тяжесть в ногах. NICE в информации для пациентов прямо советует избегать факторов, которые усиливают симптомы варикоза, например, длительного стояния и горячих ванн. Правило простое: если после сауны ноги становятся тяжелыми, сократите температуру или время. А что насчет высоких каблуков? Они действительно могут временно ухудшить эффективность икроножно-мышечной венозной помпы. Но доказательств, что сами по себе каблуки являются причиной варикоза, недостаточно. Поэтому превращать полный отказ от каблуков в главный способ профилактики варикоза не стоит. А как насчет силовых тренировок? Наличие неосложненного варикоза само по себе не означает запрета на силовые тренировки. Но если большие веса или сильное натуживание вызывает распирание, боль или выраженный отек ног, нагрузку разумно скорректировать. А между подходами обычное движение помогает снова включить мышечно-венозную помпу. Как диагностируют проблемы с венами? Если появились настоящие варикозные вены, особенно если есть тяжесть, боль, отек или изменение кожи, основным методом оценки венозной системы является дуплексное УЗИ. Оно показывает направление кровотока, работу клапанов и наличие венозного рефлюкса. Это быстрое и безболезненное исследование, и именно оно определяет дальнейшую тактику, а не то, насколько сильно видна вена. А если варикоз уже есть? Тогда цель домашней профилактики меняется. Нужно оставаться физически активным, не набирать лишний вес, не проводить часы неподвижно, периодически поднимать ноги, при необходимости правильно использовать компрессию, не травмировать выступающие вены. Если на фоне венозной болезни кожа голени становится сухой, зудящей или развивается варикозная экзема,
НХС рекомендует регулярно использовать увлажняющие средства – эмоленты. А как насчет сосудистых звездочек? Сосудистые звездочки и варикозные вены не совсем одно и то же. Мелкие красные или фиолетовые сосудики обычно менее опасны и чаще являются косметической проблемой. Настоящие варикозные вены – расширенные, нередко выступающие и извилистые подкожные вены. Когда лайфстайла уже недостаточно. Если консервативные меры не снимают симптомы или вена продолжает расширяться, современная медицина предлагает не только терпеть. Склеротерапия, лазерная или радиочастотная абляция, флебектомия – процедуры, которые применяются именно тогда, когда компрессии, движения и контроля веса уже недостаточно. Это тема для отдельного разговора флебологам, но важно, чтобы зритель знал, варианты помимо «жить с этим» существуют. Признаки, с которыми не нужно ждать. Есть сигналы, которые уже нельзя лечить образом жизни. Если появились внезапная выраженная отечность одной ноги, твердая болезненная красная вена, кровотечение из варикозной вены, коричневая пигментация или выраженная экзема вокруг лодыжки, рана на голени, которая долго не заживает, нужно быстро обращаться за медицинской помощью. Особенно, если внезапно отекла одна нога, появилась новая выраженная боль или началось кровотечение из варикозной вены. Заключение. Наследственность изменить невозможно. Уже растянутую вену упражнениями назад не собрать. Но вы не бессильны. Лучшее, что можно сделать самостоятельно – поддерживать нормальный вес, регулярно двигаться, заставлять работать икроножные мышцы, избегать многочасовой неподвижности, периодически поднимать ноги, разумно использовать компрессию, если она действительно нужна, и не рассчитывать на чудо-витамины. А как обстоят дела с венами у вас? Напишите в комментариях и расскажите, что вам действительно помогает уменьшить тяжесть, отеки и другие симптомы.